Дорогой мой зритель, снова здравствуй. Сегодня я вещаю из ботанического сада на Сейшелах. Сегодня мой заключительный день путешествия, и я обещала записать вам практику. То есть как можно практически уже сейчас себе помочь. Будет две практики. Вторую я хотела сделать вместе с вами, но забыла ручку и блокнот. Но я проговорю те вещи, которые я хотела бы написать. Поэтому вы, пожалуйста, если сможете, подготовьте любой блокнот и ручку. Итак, практика номер 1 для того, чтобы помочь себе в трудной ситуации, в состоянии горевания, возможно, и для того, чтобы снизить уровень стресса и чуть-чуть посмотреть под другим углом на ситуацию. Первая практика будет в формате медитации, похожа на медитацию, но она не так глубоко погружает. Если вы знаете, что такое медитация, если вы практиковали ранее, то, возможно, и вместе со мной у вас получится хорошо отключиться от всего происходящего и погрузиться внутрь себя. Итак, пожалуйста, подготовьтесь. Вам понадобится тихое, комфортное место. Желательно, чтобы никого не было рядом с вами, чтобы вы были одни. Если у вас есть какая-то медитативная музыка, которая вас расслабляет и которая вам нравится, может быть, на просторах YouTube или просто где-то в записи, в плейлисте, то, пожалуйста, включите эту музыку. Можно делать в тишине, не так будет критично. Мы начинаем практику. Назовите свое чувство, которое возникает в моменты воспоминаний об ушедшем человеке. Или, возможно, человек болеет, и вы знаете, что он неизлечимо болен. Может быть, это вина, может быть, это обида, может быть, это злость, страх. Не бойтесь назвать эти чувства, потому что вы имеете право это чувствовать. И самое главное, произнести сейчас вслух. То, что вы чувствуете, это очень важно. Например, моя ситуация. Я обращаюсь к маме, говорю, что я чувствую злость за то, что она так внезапно меня оставила, бросила меня. У кого-то это может быть отец, и тогда вы можете проговорить, что папа, я чувствую обиду на себя за то, что не уберегла тебя, не смогла вовремя помочь. И перечисляйте все без рамок и границ. Постарайтесь прожить эти чувства всецело. Если вы чувствуете, что сейчас хочется поплакать, пожалуйста, не держите в себе это, поплачьте, пускай эти слезы, они будут очищающими. С первого раза может показаться странным происходящее, неудобным, некомфортным. Если вы чувствуете, что вам некомфортно и как-то странно, остановитесь и продолжите, когда снова вернутся воспоминания. То есть чувства могут быть более насыщенными, чем воспоминания. Немножко сделаю паузу, чтобы вы смогли сейчас отследить то, что с вами происходит, проговорить это. Можно завершить практику. Откройте глаза, пожалуйста. Почувствуйте, что вы находитесь в комнате или где вы находитесь, да? Вернитесь в реальность. Вот такая практика, она помогает в период горевания и отпускания боли.
когда вы представляете человека, о котором у вас болит. Вы как будто обращаетесь к нему, проговариваете все, что вот у вас в голове, все, что вы просто крутите, вот эта бетономешалка постоянно, да. Я искренне надеюсь, что вам чуть-чуть стало легче. Конечно, от одной такой практики не будет колоссальных перемен, но если вы будете повторять и повторять, уделять этому буквально 2 минуты времени, то вы совершенно по-другому начнете чувствовать себя, что у вас вот эта ниточка с болеющим человеком, с ушедшим человеком, она есть, и болезнь этому не помеха. Очень часто случается так, что болезнь становится такой преградой, и люди теряют контакт. Вот эта практика еще и направлена на то, чтобы не разрывать этот контакт в связи с болезнью, а наоборот, чуть-чуть иначе посмотреть на ситуацию. Так, вторая часть и следующая практика. Практика называется «Письмо». В чем она заключается? Вы пишете все, что хотели бы сказать, что не сказали, да, если человека нет уже в живых, или, например, вы не решаетесь сказать ему лично это. Вы берете сейчас вот тот блокнот и ручку, который вы подготовили, и пишите письмо этому человеку. Что бы я написала маме, да, потому что я говорю, что стараюсь тоже практиковать все равно. Я бы написала, что «мама, я тебя очень люблю в первую очередь». Я, возможно, не успела сказать. Я уже, честно, не помню, настолько были быстрыми события. И я бы написала, что я люблю ее, что я скучаю, что я понимаю, что в физическом мире мы уже не встретимся, что я двигаюсь дальше. Вот здесь сейчас я нахожусь в прекраснейшем ботаническом саду, вокруг меня просто райская атмосфера, птички поют, я записываю видео, делаю то, что мне нравится. Я напишу, что мама, я была очень обижена на тебя, что ты заболела, хотя здесь не было твоей вины, но в силу того, что я была неопытная и мне было сложно все это понять и принять, это случилось так неожиданно. Я злилась на тебя, прости меня за то, что я на тебя могла накричать, и ты в таком состоянии болезни очень тяжелая, а я на тебя давила. Также я бы написала еще, что только после того, как она ушла, я поняла, как она меня любила. Я нашла ее несколько дневников, и там были очень нежные записи обо мне. Мама называла меня всегда Бельчонком, и вот там она пишет обо мне, что Бельчонок приедет на Новый год, что мы с ней отметим Новый год. Но мне жаль, что я не осознавала. Сейчас заплачу. Возможно, недостаточно ее любила. Но я признаюсь в этом. Я не пытаюсь это скрыть или как-то сказать, что да нет, все было хорошо, все было прекрасно, мы друг друга любили, и у нас отношения были хорошие. Да, действительно, у нас были хорошие отношения, но болезнь, она все это, знаете, вот на кусочки раскромсала и уничтожила все наши теплые чувства, потому что лично я не готова была и со многими чувствами, со своими я не смогла справиться. Я в очках. Нужно снять их, потому что слезы сейчас вообще все лицо мое заполнят. Я ничего не буду видеть. Не хотелось плакать, но вот видите, практики, они вытаскивают то, что мы не можем увидеть и почувствовать на осознанном уровне. Понимаете? Поэтому очень важно практиковать. Если где-то вы думаете, что это
выглядит как-то странно, с кем я буду разговаривать, зачем я буду писать письма, или да это все бред такой. Вот видите, что происходит со мной? Боль, она ведь мимикрирует, да? Мимикрирует там, где вы не можете ее сами заметить. А практика, она как бы немножко нажимает на вот эту болевую точку, которая незаметна, и поднимает вот все, что скрыто в подсознании. Вы сейчас сами были этим свидетели. То есть я просто записываю видео, просто практикую, и вот выходит все слезами. И это нормально. Раньше я бы постеснялась бы на камеру, а как же, я же такая активная, я же такая правильная, я не буду плакать, я же сильная. Вот в этом и есть ловушка самая основная человечества, что мы не хотим признаваться в своих собственных эмоциях. Давайте немножко переключимся. Знаете, где я сижу? Вы просто не поверите. Я не знаю, слышали ли вы о такой пальме, как Коко де Мер. У нее очень необычные плоды, огромнейшие. И есть мужчина и женщина. Деревья разных полов. Вот я сейчас сижу рядом с женщиной, пальмой, и я так мечтала ее увидеть. Я почему-то не нашла информацию, что на мае есть эти пальмы, и можно увидеть кокосы, произрастающие на этих пальмах. В интернете была информация лишь только о том, что на Пролин острове эти пальмы растут, и еще на одном каком-то острове, а вот про Майи, то, что в ботаническом саду они есть, никто не написал. Поэтому я вам хочу сейчас показать, отвлечься немножко. Мы проделали большую с вами работу. Я немножко нестандартно, наверное, записываю, потому что обычно люди записывают практику, и все так, знаете, благостно, ничего лишнего. Но мне хочется еще жизни добавлять, поэтому не знаю, нравится ли вам такой формат. Пожалуйста, напишите, вообще чувствуете ли вы какую-то отдачу и чувствуете ли вы, что вам действительно это помогает, и насколько мне удалось погрузить вас в состояние чувствования. Мне очень будет ценно услышать эту обратную связь, а сейчас покажу вам прекрасную пальму. Коко де Мер. Вот такие у нее плоды. Здесь немножко такая в пикселях фотография, но тем не менее. Вот она сама пальма. Смотрите, какая прелесть. Вот такие у нее плоды, смотрите, просто огромнейшие. Я даже боюсь мимо нее проходить, потому что если эта штуковина надумает упасть, я не успею от нее спрятаться, и она просто раздавит меня. Но выглядит фантастически. Я надеюсь, будет камера передавать масштабы плодов. Сама по себе она не сильно высокая. Я почему-то думала, что они выше. Но вот плоды очень-очень необычные. Давайте еще раз покажу. Сейчас фокус. Почему-то люди не подходят к ней. Одна я здесь кручусь вокруг нее и смотрю. Видимо, то ли не обращают внимания наверх. Многие люди, они ходят и смотрят вот по уровню глаз. Но в таких местах, как ботанический сад, я бы рекомендовала очень сильно смотреть все-таки наверх. И тут такая красота. Вы смотрите, это просто прелесть. Не знаю, табличка есть? О, есть табличка. Я только сейчас, между прочим, после практики заметила эти цветы. Когда я сюда подходила к пальме, я не видела их. Вот еще один такой момент, что практики различные, которые направлены на чувствование, они раскрывают вам кругозор. То есть вы убираете вот это лишнее, место освобождается, и мозг начинает какие-то классные вещи, полезные для него, да, красивые, что-то более благостное такое, доброе находить. Не мучением заниматься, да, себя, а видеть чудеснейшие какие-то вещи, которые природа создала. Посмотрите на эту прелесть.
Я здесь не говорила еще на этом канале, но на предыдущем канале, где я вела влоги, я говорила, что я очень хотела быть корреспондентом National Geographic или фотографом. То есть вот если бы у меня получилось попасть туда и ездить по миру и фотографировать вот эту красоту, показывать ее, замечать, показывать другим людям, я бы с удовольствием этим занималась. Да, это, конечно, работа не из простых, постоянно в перелетах, постоянно в какой-то дороге, но мне кажется, что я бы была счастлива, хоть и уставшая постоянно. Просто невероятная красота. Давайте почитаем, что это. Так, Лантаньен лат, фэмили Орегае, эндемик Сейшельских островов, Вершафельтия сплендида. То есть получается, что эти цветочки вы не увидите нигде, кроме Сейшельских островов. Поэтому просто уникальнейший топ-контент для вас снимаю. Прелесть какая. Хотела записать всего лишь практику, а получилось, что мне настолько нравится снимать и записывать, и делиться этим, что я еще и вот такое для вас сделала. Смотрите, когда цветочки так интересно растут. Вот эти такие, а эти такие на одной веточке. Похоже на сирень, да, согласитесь? Ну, такие цветочки вы не увидите, кроме Сейшел, больше нигде. Я думаю, что мне нужно заканчивать. Пожалуйста, пользуйтесь практикой. Делайте самое важное, не просто посмотрите видео. Если что-то не поняли, то вы лучше перемотайте назад и с паузами проделайте то, что сегодня я вам рассказала. А я буду заканчивать это видео. Я вам очень сильно благодарна за уделенное время. Если я откликаюсь вам, если вам нравится, как я говорю, может быть, мой голос, моя подача, то, пожалуйста, оставайтесь, подписывайтесь. Также у меня есть вариант другого контента. Это контент в телеграм-каналах. Один канал основной, на котором я в целом просто буду рассказывать информацию, тоже давать практики и делиться какими-то, может быть, мыслями. Я читаю очень много литературы на тему страхов, боли, потери. То есть я буду эти знания трансформировать через свою призму и делиться с подписчиками. И также вы можете подписаться через Tribute на платный закрытый канал. Там можно будет задавать вопросы по вашей ситуации, и я буду оперативно отвечать. То есть вот такой формат там подписки. Ее можно оформить ежемесячно и в любой момент приостановить, и если вы почувствуете, что для вас вся информация получена. Чудесного вам дня! Я решила, что я на этом канале выпущу влог с Сейшельских островов. Если вы хотели бы увидеть, как здесь, какие-то, может быть, лайфхаки, может быть, вы собираетесь когда-либо, и это тоже ваша мечта, я все смонтирую, когда вернусь, и выложу. Хотя формат этого канала не совсем предполагает влоги, но я очень хочу поделиться, потому что я считаю, что видеть какие-то красивые места – это очень терапевтично как раз для людей, которые находятся в состоянии проживания горя, что-то очень доброе, красивое. И природа в целом, она очень сильно обогащает, она исцеляет. И вы знаете, когда я прилетела сюда, я поняла, что я прилетела за исцелением. Все равно моя душа, она частично болит, и я признаю это. Я все равно нахожусь каждый раз в поиске новых каких-то инструментов. Я расту, я уже о многих вещах могу спокойно говорить, но все равно вот эта боль, потеря, она будет таким красной такой ниточкой на протяжении всей жизни, да, пока человек живет, он понимает, да, что он кого-то потерял, да, и просто он учится, он проживает какие-то моменты, и боль снижается, да, ну,
на 100% невозможно сделать так, что все, боли нет. Так не бывает. Просто нужно эту боль трансформировать, принимать ее, жить вместе с ней. Вот она где-то рядышком ходит, но не бояться ее, да, и не делать из нее культ. Вот так я бы хотела закончить. Спасибо, что вы посмотрели до конца. Обняла вас крепко. И спасибо за вашу активность, за комментарии, за подписку.